Левиафан. Чудовище, демон или божественное творение. В этом видео вы узнаете, кто же он на самом деле. И еще, если вы не смотрели прошлые видео о мифологических животных, тогда нажимайте на подсказку в правом верхнем углу, либо ищите ссылки на плейлист в описании этого ролика. Также не забывайте ставить лайки. Ну что ж, Левиафан, пора узнать, кем же ты являешься на самом деле. Левиафан – библейское мифологическое животное, описываемое в первую очередь как гигантское морское чудовище, реже как крокодил или даже бегемот. Сам Господь провозгласил его царем. Невозможно представить, чтобы какое-то существо на этой земле когда-либо считалось покровителем людей. Таким образом, оно является не просто глуповатым маленьким животным, а страшным и могущественным творением, которого зачастую отождествляли с самим сатаной. В мифологии Левиафан обитает на глубине, но не Средиземного моря, не Тихого океана и даже не Атлантического или любого другого водоема на этой планете. В Библии слово «глубина» означало космос. Оно существовало над головами людей, связанное облаками так, чтобы тьма не хлынула вниз. Люди называли ее Кристальным морем, которое представляет собой воду, замерзшую вверху, а прямо снизу под этой ледяной поверхностью обитает Левиафан. Спускается он в человеческие воды, чтобы разрушать лодки путников, которые просто путешествуют по морям. Левиафан также обладал ужасающей внешностью. Иногда его описывали 7 головами и 10 рогами, и на головах расположены 7 венцов. От одного взгляда чудовища люди падали замертво, ведь благодаря ужасающей внешности ему не требуется никакого усилия, чтобы заставить любого, даже самого сильного мужчину на земле потерять сознание от страха. Круг его зубов в пасти вызывал оцепенение. От чихания чудовища показывался свет. Его глаза – ресницы зари. Из пасти выскакивают огненные искры. Дыхание раскаляет угли, а из ноздрей выходит дым, как из кипящего котла. При этом дневной пищей Левиафана служат рабы с рогами на голове, длиной в 300 миль. На шее его обитает сила, а перед ним бежит ужас. Сердце Левиафана твердое как камень и жестоко как нижний жернов. Ни одно плотское оружие не может его победить. Железо он считает за солому, а медь за гнилое дерево. Под ним острые как бритвы камни, и он лежит на них. Левиафан кипятит пучину как котел, и море превращается в кипящую мазь, при этом оставляя за собой свечащуюся борозду, после которой бездна кажется лишь сединою. Нет существа на земле подобного ему. Левиафан сотворен бесстрашным. На все высокое он смотрит смело, не зря же провозглашен царем. Людям он являлся в виде красного дракона. Это и есть сатана. В один день, когда Левиафан спустился в человеческие воды, сам Господь поразил своим тяжелым и крепким мечом Левиафана и убил змея того, находившегося в море, голову которого он отдаст в пищу людям пустыни. Это последнее место, в котором морское чудовище упоминается в Библии. Интересный факт. При раскопках в Перу учеными были найдены останки гигантского древнего кашалота, который господствовал в море около 12-13 миллионов лет назад. В длину он оказался свыше 17 метров, а зубы были до 36 сантиметров в длину и 12 сантиметров в ширину. В связи с такими размерами, этому доисторическому животному было решено дать имя Левиафан. Какое мифическое животное будет в следующем выпуске, решать только вам. С вами был канал Animal Time. Подписывайся и узнавай что-то новое. Всем пока.